Ну что, наконец в Буэнос-Айресе закончилось лето, наступила осень. В городе прохладно, сегодня меньше 20 градусов, поэтому можно возобновить прогулки и изучение Слова Божия. Сегодня мы с вами прогуляемся по известному кварталу Лабока. Пойдем с нами. Quizás, quizás, quizás. Toda la locura, tu boca que besa, por la tristeza, calma la amargura, por una cabeza, Лабока встречает нас импровизированным блошиным рынком. Сегодня вообще у нас суббота. И такие вот мини-рыночки с работами ручной работы раскиданы по всему городу. И Лабока, как туристический центр, конечно же, не исключение. Здесь продаются украшения, изделия из кожи, вот часы импровизированные с названием улицы Каменито, платки, шапки вязаные в национальном стиле. Вот. И нас встречает знаменитый, самый знаменитый дом Лабоки. Когда-то здесь на балкончике на верхнем стояла скульптура Диего Марадоны. Потом, когда на папство избрали папу Франциска, установили его скульптуру. Как известно, он тоже родом из Аргентины, и аргентинцы этим очень гордятся. Сегодня тут никакой скульптуры не стоит. Я думаю, что мы попробуем туда подняться и посмотреть, что находится внутри. Вот этот знаменитый дом Качафос Каменито. Перед ним какая-то огромная очередь. Это Качафос Каменито, это кафе-кондитерское, поэтому здесь какая-то такая непонятная очередь. Видимо, в него. Что, попробуем поднять? Заходим в кафе. Выставлены миллионы самых разных сладостей, я так понимаю, собственного производства, да? Вот стоимость этих конфеток, шоколадок. Пойдемте наверх. А наверху, похоже, нас еще ждет магазин одежды. Да, кожаные курточки. Очень нужны нам штанишки. Вот. Здесь магазин кожаных изделий, но мы сюда пришли не за этим. А вот за этим видом самого знаменитого балкона Лабоки. И, честно говоря, довольно сложно оценить всю красоту этого района. А вот, собственно, и сам Папа Римский. И нас просят его не трогать. А вот мы, кажется, дошли до знаменитых цветных домиков Лабоки. Видите, они обшиты специальными металлическими листами и раскрашены в разные цвета. Вообще считается, что сам город начался с района Лабока. Здесь располагался изначально речной порт. И, соответственно, вокруг речного порта начали разрастаться жилые районы, в которых селились моряки и все, кто обслуживает
этот речной порт. Строили они дома из чего попало, из всяких досок, металлических листов, которые тащили с кораблей. И из этого всего строили дома. И, соответственно, раскрашивали остатками краски, кто какую добудет. Поэтому и дома здесь имеют вот такой вид интересный. Все обшиты металлическими листами и раскрашены в разные цвета. Много всякого красивого туристического барахла. И вот такой дядя тоже играет на аккордеоне. Не на аккордеоне, он на гармошке играет. Называется это все Центро Культурал de los Artistas. Вот еще какое-то замечательное место, которое надо посмотреть. А для этого подняться на самый верх. Так, что у нас здесь? О, у нас здесь художественная галерея. Что здесь художественная галерея? О, здесь даже сидит художник. А здесь продаются магнитики, за которые в некоторых странах сейчас можно сесть в тюрьму. Буэнос-Айрес город свободный, поэтому здесь можно встретить и вот таких вот женщин, бородатых, с волосатой грудью. И никто не скажет ничего против этого. А еще на Каменито есть вот такой вот огромный рынок сувениров самых разных. Этот дядя мне почему-то кажется есть никто иной, как... Марадона? Нет, номер 10. Это да ладно, Месси. Вы нам скажите, похож он, этот дядя, на Месси или не похож? Мы все-таки думаем, что не похож. А Папа Франциск похож на Папу Франциска или не похож? Что скажете? О, мирочки, конечно же, зашли. Шапки единорогов. Хаги-ваги. О, маску Хаги-Ваги в мире надо. Это будет соответствовать ее внутреннему миру. Внутренний мир мира. Пойдем. Магнитики, кепки. Может быть, мне кепки. О, очень похожая кепка на одного знаменитого человека. Вот эта голубая. Только без блесток. Это называется «Все для мате». Специальные сумки, термосы. Огромный Эти бомбиш. огромные бомбиш. Не бомбиш, а Колебасы огромные. Вон из окошек намашет еще местные жители. Вообще, конечно, за толпой людей, за всеми этими магазинами не особенно видно дома, но в целом место достаточно атмосферное получается. Зашли еще в какой-то дворик. Здесь опять что-то про танго нам показывают. О, мельница. И фонтанчик. Да. Фонтан, где мальчик пытается открыть рот девочки. Наверное, либо ей таблетку хочет дать, либо напоить водой, которая то стремительно выливает. О. Все бросают монетки, чтобы вернуться, а мы бросим, чтобы остаться. Давай, Мирочка, бросай. Ура! Теперь мы должны точно остаться в этом городе. Мир, не надо вылавливать.
Нас вернуться, потому что она хочет загадать еще какое-то желание. Давай, загадывай. Ура! Это такое очень романтическое танго получается. Мгм. Пока без страсти. Но я думаю, сейчас мы ее увидим. Ох, вот это топнул, так топнул. Мужик похож на месяц. Да? Мне кажется, мы на тот же рынок пришли с другой стороны. Нет, не может быть такого. О, это местечко, наверное, Патио Кинкуэла. Галерея Патио Кинкуэла. Очень уютный уголочек для того, чтобы фотографироваться. А вот мальчик без рук. Наверное, ему динозавр с футболки их покусал. А здесь можно увидеть фотографии, как выглядел район Лабока в 1875 году, в 1930 году. А как он выглядит в 2023 году, вы можете увидеть в нашем видео. А вот мы нашли дом, где живет Месси и Марадонна. Марадонна живее всех живых, а Месси веселее всех веселых. Барабанщики сами пришли к нам. Очень колоритные девочки. У меня есть такое ощущение, как будто они откуда-то с Ямайки. А тут еще с ними девушка танцует. Тоже цветные домики, но они не обшиты железом. Что можем сказать? Место, блин, на самом деле очень колоритное. О, а вот люди на балконе. Может быть, тоже туда можно как-то подняться. Вот, смотрите, кругом. С одной стороны продают, с другой едят. Тут не протолкнуться. И опять танго. Кстати, вы знаете, что именно район Лабока считается местом, где родился танец аргентинское танго.
Кафе Ла Перла Каменитас, которую на входе украшают портреты самых прославленных аргентинских футболистов. Это Диего Марадона и Месси. Вот, мы туда заходить не будем, но здесь выглядит очень красиво. О! Еще тут кругом продают шкуры убитых коров, лам и, наверное, других животных. Не знаю, почему это именно здесь так продается активно. Хотя, конечно, на зиму одеяло из ламы я бы не отказался приобрести. О, смотри. Куда это ты спрятался от меня? А вот эта девочка мне чем-то напоминает советские скульптуры такого рабочего героического трудового народа. А вот мы нашли какую-то улицу, явно рассчитанную для фитнеса. Вот здесь одна лестница, поднимаешься по ней. Идешь, идешь. Что? Мы тут нашли какой-то специальный знак для велосипедистов, который говорит: ребята на двух колесах, вам впереди будет очень трудно. Короче, ребята, походу мы гуляем по улицам, по которым туристам гулять не рекомендуется в Алабоке. Ну как, это уже не туристические улицы. Но опасно, пока ничего тут не выглядит. Все как обычно. Дома, машины, люди идут, занимаются своими делами. Никаких подозрительных личностей с ножами, топорами, пистолетами не видно. А для самых смелых, кто любит гулять по нетуристическим местам Лабоки, здесь есть магазин подгузников. Добро пожаловать! Тут еще какая-то кафешка с Гомером Симпсоном. Дядечка с собакой, они, видимо, нас попытаются сейчас ограбить. Мира, смотри, какая милая собачка у дяди. Пока все выглядит обычно. Такие же все люди с собаками, обычные дома. Есть даже вот многоэтажные дома. Здесь не только двух-трехэтажки. Этот явно построен не в 1532 году. В общем, в целом можно сказать, что район симпатичный. Опасным он не выглядит, во всяком случае, в это время суток. А гуляем мы в 14:40 по времени Буэнос-Айреса. Тут очень интересный киоск или магазин с названием «Дедушки». Дедушки и бабушки. Вообще район выглядит очень тихим, спокойным. На самом деле мы... За пределами тех улиц, где ходят туристы, все выглядит очень тихо и спокойно. В принципе, мы именно примерно такие районы и искали для проживания. Но, честно говоря, Лабока все равно нас смущает для жизни. О, это похоже какая-то церковь или школа, или институт католический. Начинается он как-то в стиле неоклассицизма, а заканчивается каким-то индустриальным стилем архитектуры. Вот такие вот тачки раскиданы по всему Буэнос-Айресу. Как правило, это форды разных поколений. Эти ребята, насколько мы понимаем, занимаются перевозкой грузов. То есть можно вызвать такую машинку, и она перевезет вам что угодно. От вашего мусора до ваших вещей, до новой квартиры. Эта машина, скорее всего, уже ничего не перевезет, но выглядит она, конечно, очень круто. Давайте заглянем, что у нее внутри. Вот так она выглядит. Очень круто, очень стильно. Футболист сбежал.
Наш новый чемпион. Вся атмосфера этого места говорит о том, что надо играть в футбол, потому что находимся рядом с известным стадионом Boca Juniors. Вот местный игрок. А где игрок сборной России по футболу? Вот он. Давай, 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 давай. А вот представитель аргентинской сборной. Так выглядят дворы Лабоки. Все говорит о том, что мы находимся рядом со стадионом Boca Juniors. Давайте подойдем к нему поближе. Стадион раскрашен в цвета клуба. Желтый-синий. Мир, выглядывай. В этом районе очень много туристических автобусов. Тоже людей привозят, показывают им стадион. Все исписано символикой, кругом музыка звучит. Продается атрибутика. Какие-то афиши, связанные с футболом. Видимо, какие-то музыканты, которые... Надо будет потом... Вот кто-нибудь хочет. Можете QR-код читать, послушать, что это за ребятки. Здесь тоже все. Вот здесь тоже кругом кепки с символикой футбольного клуба. О, смотрите какая. Смотрите, какая тачуля модная. Красавец. Смотри, это типа можно... Это Lotus Super 7. Вот такие вот неожиданные сувенирчики продаются. Аккуратненько потрогай. Тоже Барт Симпсон. Да. Че? А не Барт или как? Барт? Да. Бутерброд. Огромное количество кубков, флажков. Короче, футбольные атрибутики. Здесь практически на каждом углу можно что-нибудь поесть. А вот, кстати, на стадионе, прямо в помещении стадиона, магазин Adidas и барахло с символикой клуба. А, это музей. Museo de la Pasión Bucanés. А вот смотрите, это музей, видимо, посвященный клубу. Да. В общем, тоже интересненькое место. Здесь такое, да, вот, смотри, вот такое вот здание прикольное. Но здесь, мне кажется, в основном местные тусуются. Ну, не знаю. Нет? Туристы тоже. А вот очередь, может быть, за билетами на стадион. Так, да. Вот очередь, похоже, за билетами на стадион. Куда пойдем дальше? Ну, вот сюда давай надо, вперед-назад. А мы вот на эту тихую улицу сейчас двинемся. Попробуем пройти по ней. Примерно в направлении улицы, как она называется? Камита? Каменита. Каменитас. Каменита. Или Каменитас. Да. Здесь какие-то, смотри, Вот. Кто такие интересные? Мы все. А все нам это не похоже. Вот еще какие-то непонятные нам люди. Месси, Эвита, Мингуита, Карло Гардель, Альберто Ольмедо,
Хорге. Мы не знаем, кто это. Может быть, нас жители Аргентины просветят и расскажут, кто эти люди. Как самим туда. О, здесь уже. Короче, мы не хотели сюда идти, и в итоге мы здесь попали. Короче, мы попали в место, куда не хотели ходить. Надеемся, мы вернемся живыми и здоровыми. Вот и подошла к концу наша прогулка по району Ла-Бока. Нам очень понравилось. Никакой опасности, про которую нам рассказывали, мы не встретили. Возможно, потому что мы гуляли в дневное время суток. Место, конечно, очень колоритное и атмосферное, даже если отойти от центральных туристических улиц. И в районе футбольного стадиона, и кругом здесь очень классно. Выглядит район очень тихим. Конечно, возможно, потому что тоже всего лишь сегодня суббота, выходной день. Вот, так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте колокольчики, чтобы не пропустить новое видео. Всем чао!